Надежнее нет. Между прочим, заказал за свои деньги. Какие преимущества у этого материала? На самом деле, это мои предположения. Друзья, всем привет! С вами Павел Сидорик, канал о ремонте и отделке. Тема ламината на стенах сейчас очень популярна в ремонте. Последний мой ролик набрал более 1,5 миллиона просмотров. Если вы его еще не видели, то обязательно посмотрите. Ссылочка на него будет в описании. Несмотря на то, что на эту тему снято уже довольно-таки много роликов, мне в комментариях постоянно задают рабочие вопросы. И в этом ролике я хочу разобрать 5 способов монтажа ламината на стену, а также дать советы по выбору ламината из личного опыта. Первый способ – это монтаж ламината на полиуретановый клей герметик. Второй способ – монтаж ламината на обычный санитарный силикон. Третий способ – монтаж ламината на жидкие гвозди. Четвертый способ – монтаж ламината на пену. Пятый способ – монтаж ламината на деревянную обрешетку. Ты забыл самый надежный способ – это молоток и гвозди. Надежнее нет. И надежно не оторвешь. И лофт. Из своего опыта скажу, что максимально эффектно и красиво на стене смотрится объемный ламинат. У Таркета есть очень хороший пример. Ламинат с 3D фаской. Сейчас на одном из объектов мы его как раз таки монтируем на стену. И я специально заказал одну лишнюю пачку, чтобы показать в ролике этот ламинат. Между прочим, заказал за свои деньги. Сейчас на примере этого ламината я покажу, что это значит. Обычно в комментариях меня потом спрашивают, какой ламинат я показываю. Это Target, коллекция эстетика, цвет дуб натуральный коричневый. У этого ламината 3D фаска. Здесь есть небольшой скос по всему периметру доски. Это создает 3D эффект. Доски кажутся объемными, когда они лежат на полу или приклеены к стене, особенно когда есть боковой свет. Создается впечатление, что это не ламинат, а какая-то доска, или паркетная, или натуральная доска. Плюс ко всему очень хорошо выделена вся структура дерева. Кажется, что это натуральный материал. Также у ламината высокие эксплуатационные характеристики. 33 класс износостойкости. Ребята, когда вы покупаете магазин в ламинате, надо знать одну особенность, что когда вы покупаете ламинат в магазине, надо учитывать одну особенность, что в магазине он выглядит несколько по-другому, чем на объекте. Во-первых, здесь очень большой выбор, и у вас замыливается глаз. И какие-то коллекции ламината выглядят неказисто, но как только вы привезете его домой, при естественном освещении посмотрите, он будет выглядеть совершенно по-другому. Поэтому всегда рекомендую, просите в магазине образец, или вот со стенда, или просто отдельно доски, едьте домой, и там уже смотрите, как он выглядит. Это все из собственного опыта. Вот именно этот образец заказчик привозил из магазина на объект для согласования. Первый способ, которым я пользуюсь, это монтаж ламината на полиуретановый клей герметик. Самый распространенный и нормальный это от компании Zika. Какие преимущества у этого материала? Отличная адгезия, возможность корректировки, если вы что-то приклеили не так, высокая степень склеивания, дополнительная шумоизоляция за счет эластичности, плюс он легко наносится, с ним удобно работать. Также есть экономичная упаковка. Здесь 2 тюбика, стоит на 30% дешевле. Но надо использовать специальный пистолет. Я в магазине попросил на время съемки образец. Это дерево, алюминий и камень. Разнородные материалы, а между ними полиуретановый клей герметик Sika 11, Sikaflex 11 FC. Это тот, который я вам показывал. Разорвать просто нереально. Они есть разных цветов. Это для наружного применения. Для внутреннего нам пофиг. Можно брать любой цвет. Все равно его видно не будет. Очень крепкий.
Обычно я наношу просто такой вот змейкой. В целях экономии можно наносить точечно, вот так вот. Все равно этот клей полиуретановый очень хорошо держит ламинат. Можно полосочками. В общем, как угодно. Пару слов про основание. Во-первых, конечно же, оно должно быть не пыльное, загрунтовано. И еще один важный момент. Бывает так, что возникают проблемы из-за того, что есть какой-то промежуточный слой чего-то. Допустим, шпатлевка, какая-то краска масляная. Приклеивают ламинат, а потом этот ламинат, он отваливается вместе с этим промежуточным слоем. Это касается не только приклейки ламината, герметиков. Очень такая часто распространенная ошибка, когда наносят бетон-контакт на плиту, а на плите цементное молочко. Получается, что отваливается не сам бетон-контакт, он отваливается вместе с цементным молочком. Поэтому основание должно быть как бы монолитное. Если у вас какая-то супермощная краска или шпатлевка крепкая, и вы уверены, что она не отвалится от основания, то тогда можно наносить прямо на это. Но я всегда рекомендую, чтобы основание было мощное. Это должна быть или штукатурка, или цементно-песчаная штукатурка, или, в общем-то, какой-то такой материал, который не расслаивается. Техника приклейки очень простая. Нанесли клей на ламинат и приклеиваете к стене. Можно прибивать рукой или резиновым молоточком. За счет того, что у него высокая степень адгезии, он не съезжает. Он фиксируется точно ровно, как вы его зафиксируете. Плюс вы его можете подвигать. Если что-то не нравится, то вверх-вниз еще как бы можно подвигать. Второй вариант – это санитарный силикон. Вообще материал предназначен немножко для другого, но часто знаю, что его используют в качестве клея. Адгезия у него меньше, чем у полиуретанового герметика, также степень склеивания меньше. Единственное, что у этого материала очень хорошая адгезия к непористым материалам. Стекло, алюминий. Эти материалы он склеивает хорошо. Ну а также еще есть такая штуковина. Кислота, которая находится в санитарном силиконе, может проникать в основание и оставлять жирные пятна. В случае ламината это не проблематично, а вот если вы что-то клеите на силикон, где могут эти пятна проявиться, то будет проблема. Точно так же наносите на ламинат при помощи пистолета, опять же змейкой или точечно, ну лучше силикон, наверное, наносить змейкой. Силикон тоже приклеивается точно так же, как и полиуретановый клей. Прижимаете. Он довольно-таки хорошо прилипает, но степень склеивания у него меньше. То есть его легче оторвать. Адгезия меньше. Если... Вот видите, я относительно легко отрываю его. А полиуретановый клей жестче держится. Третий вариант – монтажная пена. Про этот способ мне часто пишут в комментариях. Способ интересный, но тут надо понимать одну особенность, что приклеенную доску надо контролировать, чтобы пена изнутри ее не раздула. И очень надо четко набивать руку, чтобы контролировать этот момент. Плюс со временем пена разрушается. Адгезия у пены хорошая. На самом деле на пену я ни разу не клеил, не знаю, что получится, это мои предположения. Пена наносится при помощи профессионального пистолета. По-другому у вас просто не получится. Только надо наносить чуть меньше, чтобы она как можно меньше разбухла под... Теперь приклеиваем на пену. Здесь надо нанести и немножечко подождать, чтобы пена расширилась. Видите? На пене она даже не держится. Жидкие гвозди – это один из таких распространенных материалов, на который пытаются клеить ламинат.
В чем преимущество? Преимущества, если честно, нет никакого. После того, как появился полиуретановый клей герметик, я жидкими гвоздями перестал вообще пользоваться. Объясню почему. Во-первых, у жидких гвоздей адгезия гораздо хуже. То есть доска просто может сползти со стены. Этот материал, он не такой липкий. Плюс ко всему жесткое сцепление. Если сам ламинат это материал подвижный, у него есть линейное расширение, и реально просто он может оторваться от основания, если вы крепите на жесткую склейку. Жидкие гвозди. Что касается жидких гвоздей, схема точно такая же. Наносите. Они не такие липкие, как силикон или полиуретановый клей герметик. Жидкие гвозди. На стене они как бы держатся, но очень, я бы сказал так, не сильно. То есть, в принципе, процесс ничем не отличается от полиуретанового клея или силикона. Пятый способ. Есть люди, которые пытаются крепить ламинат на обрешетку. Этот способ крайне не рекомендую. Во-первых, он трудоемкий. Во-вторых, забирает пространство. А в-третьих, просто элементарно за этим ламинатом может скапливаться пыль, и он может просто на них болтаться. Что касается обрешетки, я ее монтировать на стену не буду. Покажу на столе. Допустим, у вас бруски смонтированы на стену. Вы извратились, выставили их по уровню, но, во-первых, бруски может повести. И то, что вы изначально выставили по уровню, может со временем просто искривиться. Во-вторых, обрешетку надо делать довольно часто, чтобы ламинат не прогибался. Если у вас будет через метр, то ламинат просто элементарно будет прогибаться на стене. Плюс забирается большое пространство. Понятно, что бруски можно взять меньше, но все равно получается пространство. В-третьих, каким способом крепить? Если вы сюда в замки будете просто забивать гвоздики маленькие, то вы разломаете все замки и не сможете вставить следующую доску. Только каким-то микрошпилечником аккуратненько сюда закидывать. Ну а так, в принципе, я вообще не вижу преимуществ у этого способа. Вообще никаких. То есть только одни недостатки. Сложность монтажа, стена будет болтаться, забирается пространство, пыль будет собираться за обрешеткой. Я опробовал 5 способов монтажа ламината на стену. Какие можно сделать выводы? Из 5 только 3 рабочих. Это полиуретановый клей, силикон и жидкие гвозди. На пену вообще неудобно клеить ламинат. Она просто не держится, отваливается, надо чем-то фиксировать. И обрешетка это тоже дурная работа, вообще нецелесообразно ее делать. Из этих 3 способов самый лучший это полиуретановый клей. Максимальная адгезия, хорошая фиксация и прочность склеивания. Также эластичность. На втором месте герметик, силикон. Хуже, но тоже в принципе нормально. И на третьем месте это жидкие гвозди. Прошла ровно неделя, теперь давайте я попробую оторвать эти панели от стены. Напомню, что сверху это жидкие гвозди, посередине это полиуретановый клей герметик и нижняя доска это санитарный силикон. Посмотрим, как крепко они держатся. Жидкие гвозди оторвались очень легко, причем что именно по гвоздям. То есть штукатурку они особо не выдрали. Они отрываются как от стены, так и от ламината. Вообще держится слабенько. Теперь отрываю полиуретановый клей. Ха.
Блин, и не нашел другого места. На самую центральную стену присобачил эти доски. Не, чтоб где-нибудь снизу под кухней. Да. Короче, придется сбивать вместе со штукатуркой. Это пиздец просто. Ну чё, силикон? Ну, силикон полегче. Силикон полегче оторвался, но тоже с таким усилием. Но, если честно, я удивлен, что жидкие гвозди, они вообще просто никакие. Самый крепкий – это полиуретановый клей, его еле отодрал. Пришлось сбивать перфоратором. Силикон, в принципе, тоже довольно-таки крепко, но слабее, чем полиуретановый клей. А жидкие гвозди вообще фигня какая-то. Может, кому-то надо ламинат по дешевке? Отдам недорого. Вот можно на точке просто крепить, и нормально будет. Тогда он похуже держится, но зато у тебя рычаг появился. Ну, он тут крепко держался, но его хоть можно было оторвать. Ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч. Я тут был. А что с этой вот хуйней сейчас теперь? Сейчас берешь стамеску, подчищаешь все и потом подштукатурим. Че? Это борозды, это однозначно. Нет, борозды пофиг. Ты это все счищаем и просто потом по плоскости поштукатурим и все. Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin.